Сейчас я расскажу кое-что, что известно индуистам. Видели, я недавно постил, ну, делал отсылки на это выражение «Ом Намах Шивая». И я думал об этом выражении, точнее конкретно о слове «ом» и как оно возникло. Я понял, как оно возникло. Это первые символы. Это даже еще не символы. Это еще то, что было до символов. Это рисунки. Я сделал небольшую Короче, это сидел человек с палочкой и на песке рисовал. Он... Сейчас я где-то здесь сделаю вставку, чтобы это немножечко визуализировать. Вот где-то вот сейчас. Вот. Сначала человек подумал о цикличности всего. Потом задумался и подумал о волновой структуре всего. Это были еще не символы, это были просто рисунки. Прародители, как это называется, иероглифического письма. Прародители иероглифов. Дальше больше. Я понял, что это было по сути своей. Человек создал, вот тот человек, который это делал, который рисовал там на песке, он создал первый компьютер. А потом я понял, что он не то чтобы создал первый компьютер. Оказывается, этот человек, и он нашел компьютер первый. Природа — это и есть первый компьютер. Это компьютер с огромной, просто метагромадной, сверхгигантским объемом оперативной памяти. А этот человек стал первым оператором этого компьютера. А этот человек был очень далеко от того, что сейчас называют людьми. Очень далеко. Он был тем, кого впоследствии назвали Шивой. Ом Намах Шивая. Шивая. Ом. Он был настолько естественным и далеким от прогресса существом, что его нельзя назвать человеком. Он не был человеком. Для работы, для функционирования этого метакомпьютера не требуется никакой постоянной памяти, как для современных прогрессивных компьютеров. Для работы, для идеальной работы этого метакомпьютера нужна только оперативная память. Только здесь и сейчас. Поняли? Что это такое? Это оперативная память так устроена. Никакой постоянной памяти, никакой дезинформации, потому что любая постоянная память искажает информацию, потому что каждый следующий оператор интерпретирует истину в соответствии со своими какими-то личными предпочтениями, в зависимости от своего личного уровня осознанности, понимания информации. А информация в этом компьютере естественным образом не сохранялась тогда. Она была чисто оперативной, только здесь и сейчас. А когда
информацию начали передавать из поколения в поколение, она начала интерпретироваться. Вот так и возникли все вот эти ваши аналогии, вот эти вот все эти ваши сказки, предания, религии. Это все была интерпретированная истинная информация, которую мне пришлось 40 лет здесь расшифровывать, декриптографировать. За 40 лет в этой жизни. А Шива очень естественное существо. Ему не нужны никакие интерпретации. Ему нужно только здесь и сейчас. Вот то, что вот прямо здесь происходит. А вот эти все эти крючкотворства, вот это вот коррупция, вот это, что такое коррупция? Слово-то коррупт, разложение, гниение. Вот что происходит в вашем мире. Говорит вам Шива, разрушитель миров. Ом Нама Шива я. Уже хватает доказательств для того, чтобы осознать то, что мне не нужны никакие интерпретации, никакие вот эти сложные крючкотворства, для того, чтобы осознать суть всего. Никакой информации вообще не обладая, кроме того, что я вижу собственными глазами, не могу потрогать. А? Потому что суть твоей инкарнации, чтобы осознать даже волновую структуру бытия и цикличность всего, не нужно было ничего, кроме палочки и песка. Понимаете? Вы ж трусы, постоянно боитесь. Боитесь чего-то. Я разрушаю этот мир не так, как вы в состоянии это осознать. Я разрушаю вот этот мир, который сейчас. Но это не значит, что я уничтожаю что-то. Я создаю мир, разрушая то, что вы здесь, блядь, натворили через... Шива!